В этом видео сделаем активности в более чем 15 проектах экосистемы Monad. Досмотри это видео до конца, будет полезно и интересно. Погнали. Итак, мы с тобой сняли уже первый ролик тестнет Monad, и сегодня, соответственно, будем разбирать именно экосистему. Если вы не посмотрели первое видео, обязательно по подсказке после этого гляньте. Я рассказываю там, как получить тестовые токены. Если кто не знает, нужно зайти на Monad и вот здесь вот получить тестовые токены. Также, если вы хотите найти определенные краны, это некий сайт, откуда вы можете получить тестовый мон, то в нашем чате в Телеграме можете посмотреть. Также подписывайтесь на Твиттер, там самая первая важная информация. Так, прямо сейчас мы разберем экосистему. Проектов гораздо больше, чем 15, о которых мы сегодня поговорим, но я вам дам те проекты, совсем быстро, вкратце расскажу, как, что делать, именно там, где есть уже какие-то активности, где нужно прямо здесь и сейчас сделать. Если будут в будущем еще какие-то интересные продукты, я обязательно сниму еще видео, поэтому также поставить уведомления на YouTube. Для того, чтобы принимать активность во всех проектах Monad, нам потребуются тестовые токены MON. Я уже сказал, где их получить, и потребуется кошелек. Кто-то делает с MetaMask, я же использую нативный кошелек, который называется Haha Wallet. Если вы также его используете, что рекомендую делать, обязательно откройте его на весь экран, чтобы вы могли спокойно принимать транзакции. Для этого вы нажимаете на кошелек и в настройках вот здесь вот Expand View. Первая активность, которую мы с вами сделаем, это NFT сектор. И здесь нужно будет заминтить NFT на всякий случай. Для чего мы это делаем? Сейчас у нас тестовая сеть. Как только мы выйдем в Mainnet, возможно, эти NFT будут так или иначе давать какую-то награду. Либо же это какая-то роль, либо whitelist, и еще какие-то токены и так далее. Поэтому обязательно это делаем. Первое NFT на Magic Eden, как этот NFT Marketplace является партнером Monad. Нам здесь нужно заминтить NFT под названием Amy. Все ссылочки будет в описании под видео, поэтому ни в коем случае не потеряйтесь. Здесь что нам нужно? Мы заходим, подключаем наш кошелек. В моем случае, еще раз говорю, это Haha Wallet. Вы можете подключить MetaMask, либо любой другой, который поддерживает сеть Monad, Testnet. Здесь переключаем на Testnet и абсолютно бесплатно можем заметить, только потратим много на газ. Заканчивается через 4 дня, поэтому успеваем. Вторая NFT, которую стоит заметить, это NFT от NFT сообщества Lil Choc Stars. Здесь уже я подключил MetaMask, потому что другой кошелек не давал подключить. Здесь также минтим эту NFT, если не ошибаюсь, в одном экземпляре можно сделать, и идем далее. Все эти сайты оставляйте, сохраняйте, раз в неделю заходите, возможно, что-то новое появится. Следующий у нас Monadverse. Соответственно, из 5555 NFT уже смечено 682, но здесь требует аж 1 мон. Достаточно сложно их получать, но опять же очень много кранов есть. Если вы не ленитесь, можно их получить. 1 мон стоит 1 NFT на 1 кошелек. После этого еще одна NFT Monadverse. Здесь будет несколько глав. Первая глава называется Genesis. И также можем заминтить, пока еще есть время, 33% NFT всего заминтили. Поэтому каждую неделю будет появляться по одной NFT, ни в коем случае не забывайте их минтить. После этого мы с вами переходим на NFT проект, который называется Demask. Здесь мы с вами можем первое, что сделать, это заминтить Demask Mint Pass. Это обязательно стоит 0.1 мон. Здесь тоже можно подключить только MetaMask. И, соответственно, забираем NFT. Помимо этого, на этом же сайте внизу ссылочка будет. Это коллаборация Demask Finance с NFT проектом Woolly X. Тоже можно за 0,005 мона заметить. Если у вас маленькое количество мон, выберите для себя какой-то приоритет и, соответственно, минтите эти NFT. И последний NFT на данный момент, который лично я делаю, их на самом деле может быть больше, я приоритетный для себя выбрал, это морки. Здесь нам нужно сделать некие задания, можете их честно не выполнять, просто нажали, отменили, оно автоматически засчитывает. Здесь нам нужно выполнить эти задания и заклеймить, заминтить данную NFT. Давайте это и сделаем. Открывается транзакция, нажимаем Confirm. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров.
трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Следующий сектор активности у нас DeFi, децентрализованные финансы. И здесь будет немножко уже не то что посложнее, чуть больше действий будем делать. Ничего сложного. Первый проект мы переходим априори, называется Testnet. Здесь есть фаусы, то есть вы можете уже, соответственно, заминтить определенное количество мон, но сейчас он на паузе становится. Каждые 12 часов можно минтить моны. Здесь мы должны застейкать свои мон и получить 1 к 1 APR мон. И эти APR мон мы дальше можем использовать в различных действиях. Чуть позже будет более подробный функционал. Пока что делаем это. После того, как вы это сделали, нажмите Withdraw. И здесь также достаньте их обратно. То есть тестируйте. В этом и есть смысл. Мы тестируем площадку, не просто стейкаем, а стейкаем, тестируем. И я рекомендую все эти действия, все, что касается DeFi, 2-3 раза в неделю обязательно прогонять то, что вы делаете. Там на один кошелек, либо на несколько, не знаю. Я делаю на один. Поэтому здесь, после того, как вы застейкаем, давайте один проект покажу, чтобы не было долго. К примеру, 0.1. Нажимаем стейк. Выходит транзакция, она также подтверждается, и у нас появляется 0,1 APR мон. После этого мы нажимаем сюда, и здесь мы должны уже достать обратно. После того, как вы нажали, примерно 10 минут нужно подождать и после этого нажать claim. То есть транзакция обрабатывается, сейчас покажу. Вот написано примерно 10 минут, после этого вы нажимаете кнопку claim и вам возвращается обратно моно. Следующий проект, который называется DEX D-Roll. Соответственно, здесь есть свапы, торговая площадка, стейкинг и бридж, только ничего это не работает, пока что работает только свопы. Также подключаем кошелек. Здесь выбираем любой актив, который вам интересен, к примеру, MON, и выбираем USDC. И также, абсолютно так же меняем, ничего сложного нет. Можете 3, 4, 5 транзакций за раз делать, через 2-3 дня заходить, делать еще раз. Все, что мы с вами делаем, не означает, что 100% всех этих проектов раздаст токен или какие-то награды. Большинство, скорее всего, потеряется, где-то кто-то что-то не сможет, но будут такие проекты, которые могут очень хорошо вознаградить. Поверьте, я уже по бласту это знаю, что касается даже одной NFT, которую за 15 тысяч долларов продал, а заметил абсолютно бесплатно. Следующий DEX называется Monorail. Здесь, в принципе, все то же самое, тот же самый свап. Можете какой-то свап убрать, но я бы рекомендовал пока что делать все, потому что непонятно, где потенциально стоит делать, какие нет. То есть ни инвеста, ничего нет, это всего лишь тестнет. Все то же самое делаем, выбираем нужное нам значение, выбираем актив, который мы хотим, к примеру, DAC, и нажимаем Swap. Здесь же мы с вами видим уже книгу ордеров, то есть лимитные заявки, по которым можем купить, какое проскальзывание лучше поставить и так далее. Следующий проект называется Шмонат. Что здесь делаем? У нас есть вкладочка Mint, есть Comet и Frontrunner. Нажимаем кнопку Mint, и здесь мы предоставляем также моны и получаем шмоны. Эти самые шмоны, после того, как вы получили, переходим в вкладку Comet, и вот сюда вот мы также отправляем. Для этого мы вводим нужное значение, ну, к примеру, 0,01. Вот здесь вот выбираем первое, потому что ничего больше не работает, и нажимаем Commit. Тем самым мы тестируем эту площадку. После того, как это сделали, нажимаем Uncommit и возвращаем все это обратно. Делаем несколько раз. Во вкладке Frontrunner вы можете потестировать MEF-бота, если ничего это не знаете, можете не делать. Здесь можете выбрать нужное значение газа и, соответственно, поучаствовать в такой вот викторине. Идем далее. У нас есть проект, который называется Kinzu. Я его давал в закрытом сообществе своем. Там мы делали определенные действия, чтобы получить NFT Beta Access, то есть вход для того, чтобы потестить эту площадку. Это один из флагманов, можно сказать, DEX на Монаде, поэтому обязательно делайте. Не знаю, будет у вас доступ или нет без этого NFT, попробуйте, ссылочка будет. Это ликвидный стейкинг. Здесь мы что делаем? Соответственно, также моны в любом количестве отправляем, нам присылают S-моны, в будущем эти S-мон мы также можем конвертировать во что-то, либо как-то взаимодействовать. То есть не все ссылочки еще открыты. После этого также можно нажать Unstake, и здесь вообще написано какой процент, сколько ТВЛ и так далее, и вернуть любое количество, которое вы хотите, ну, к примеру, 0,012. Также открывается транзакция и возвращаем. Давайте пойдем далее, и следующая у нас площадка под названием Kuro Exchange. Это полномасштабная биржа, можно так сказать, с игровой механикой. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться, точнее зайти и подключить ваш кошелек. После этого нажимаем вот здесь вкладочку депозит, и вы можете с кошелька, например, Haha Wallet во внутренний кошелек Kuro Wallet добавить немного мон, к примеру, 0,1 мон.
Добавили. Следующее делаем, вот здесь у вас появится яйцо, на него нажимаете, выбираете любой цвет, у вас появляется вот такой персонаж, и не забудьте его одеть. Тут есть различные атрибуты, которые стоит одеть по редкости, выбирайте. На что это будет влиять, не знаю, но опять же можно поюзать. Это в Pro версии, можно выбрать версию Lite, если желаете. Это уже на ваше усмотрение, здесь просто открывается вот такой DEX, максимально простой. Если говорить про Pro, вы можете также создать свой токен, стоит это уже чуть больше, 0,75, по-моему, мон. И также можете купить токен. Конечно, все эти площадки могут немного лагать, это тестнет, это нормально, не нервничайте. Поэтому можете выбрать любой токен, посмотрите обязательно по маркеткапу, по объему, посмотрите по аудиту, хоть это тестнет, но просто уже учитесь выбирать правильные активы и приобрести, и потом посмотреть их в портфолио. Все обновления по этим проектам я буду давать в своем телеграм-канале, либо же будут ролики, поэтому обязательно будьте подписанными. Следующий проект DEX, сейчас он не работает, это еще один флагман, на мой взгляд, называется Purple. Здесь можно заполнить на Join Waitlist, то есть добавить себя в список ожидания, как только откроется, делать те или иные действия. Далее у нас проект Fantasy Tab. Я думаю, вы все прекрасно знаете, если смотрели мои ролики. Это проект качует из Blast, соответственно, основной Fantasy Core у него в Blast экосистеме. И сейчас они заколлаборировались с Monad и предоставили бесплатные карточки. То есть, если мы перейдем вот сюда на сам Monad, здесь показано, что дают бесплатные NFT, и через 2 дня стартует конкурс. Что тут нужно сделать, расскажу вкратце, потому что это отдельное видео можно делать, можете посмотреть в YouTube. Здесь вы получаете определенные карточки, вот такие вот, давайте покажу. Вот такие вот паки, и из них выходят определенные карточки с редкостью. Давайте посмотрим на мой, например, сбор. Все эти карточки — это определенные люди в Твиттере, медийные инфлюенсеры, которые так или иначе, чем они активнее, чем авторитетнее, у них растет рейтинг. Вот, в принципе, Social Fight так и устроен. У меня вот, например, 16 карт. Что мы здесь можем сделать? Нам нужна вкладочка Competition, и здесь у нас мероприятие, на которое вы можете зарегистрироваться. Рекомендую, если вы открываете бесплатные паки, не вкладывайтесь, это только бронз, выше нету смысла. Нажимаете регистрация, и здесь добавляете карточки максимально 18 звезд из 5 карт, то есть выше не даст, либо меньше, либо 18. Постарайтесь, чтобы 18 попасть. После того, как начнется конкурс, вам ничего делать не нужно, автоматически там какое-то место у вас будет, и вам дадут те или иные награды. Во вкладке Rewards вы можете увидеть, что за это дают. Еще один протокол, в котором стоит поактивничать, это создать свой домен на Монаде. Это вместо кошелька, возможно, вы видели несколько цифр, да, будет вот такое вот название вашего домена. Можете сделать какой-то эксклюзивный, постараться название каких-то токенов, проектов. Возможно, в будущем кто-то захочет у вас выкупить этот домен. Ну, редко такое бывает, но это тестнет все равно, это обычно на майнете бывает. Либо какое-то свое имя, вот, например, bayarta.nat. Любой домен на ваш вкус, вот такой, например, интересный. Если написано available, значит, вы можете его заметить. Нажимаем, и показано, какая сумма. Соответственно, 0,002 мона. После этого, как только вы получили, нажимайте на свой профиль и нажимайте Your Primary Name, чтобы он появлялся вот здесь. Можете сделать несколько. Следующий неоднозначный проект под названием Dusted. Мы можем общаться в тех или иных комнатах посредством своего кошелька, если имеете токен. Например, у меня есть токен нативный Mon. Мы можем, если у нас есть этот токен, общаться в этой комнате. Там что-то писать. Вот, здесь показано, сколько онлайн. Помимо этого есть игровая система, где мы нажимаем Daily Lasso, и здесь у нас есть вот такие вот поинты внутриигровые, которые 5 раз мы нажимаем, фармим, и можете их заклеймить. Для этого нажимаем вкладочку Rewards вот здесь вот и нажимаем Claim. У вас показано, на каком месте вы находитесь, и самое главное, в лидерборде показано, какие награды, если вы попадете там в топ. Это определенные white-листы на тот или иной протокол, на NFT сообщество. Уже при майнете вы сможете забрать себе NFT и потом продать, либо же какие-то токены и так далее. Еще один проект, который называется Amalgam. Сейчас на данный момент лично я не могу ничего сделать, потому что он
меня нет доступа, но вы можете зарегистрироваться, выполнить некоторые задания, и для того, чтобы быстрее пройти, вот в эту вкладочку написать что-то о проекте, узнать его, написать в Твиттере, вставить эту ссылку и отправить, и у вас появится доступ. Интересный Money у него был, поэтому я его себе добавил и слежу за ним. И крайний на сегодня продукт, который называется Talentum. Честно скажу, я в нем ничего не делаю, потому что он мне очень сильно напоминает экосистему Blast, где был проект под названием Blast Score, если не ошибаюсь. Вот, и мы очень много там делали активностей. Чтобы вы понимали, здесь нужно зарегистрироваться, нажать кнопку Task, 67 активностей и получить какие-то поинты. По итогу там мы ничего не получили, просто бесполезная трата времени, но я не говорю, что здесь будет так. Просто я лично пропускаю, но вам хочу его показать. Возможно, вы будете его использовать. Также здесь есть Monad Кран. Можете на него нажать. Там есть определенные условия. Получить определенное количество токенов. Не забывайте ежедневно заходить вот здесь и забирать эти самые кредиты, если вдруг вам интересно. Все эти активности без каких-либо реальных вложений. Все это тестнет, поэтому ни в коем случае не пропускайте. А если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в наш чат, либо же в комментариях. Всем пока.